Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня поговорим о Татьяне Алексеевой. Она выпустила новый ролик под названием «Раз все хорошо, почему люди уезжают из Германии?». Ну а в первых минутах этого ролика я хочу вас попросить подписаться на меня. Если это невозможно, значит вы уже на меня подписаны. Ну, конечно, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом и не забыть нажать на колокольчик. Татьяна Алексеева выпустила ролик, где она разбирает комментарии. После этого ролика, где она делала интервью с Викторией, которая переехала в Белгород из Кёльна. Но сразу первое, что мне стало слух резать, что Татьяна Алексеева сказала, что люди уезжают не из-за того, что в Германии плохо или еще что-то, из-за того, что у людей русская душа, из-за этого они переезжают в Россию. Вы знаете, вы смотрели, наверное, тоже Татьяна Алексеева ролики. Она всегда говорила, что она переехала из-за того, что там так много проблем назвала она. Сейчас вот эта Виктория, она тоже проблемы назвала, что, мол, радужные люди, все такое, понимаете? Всегда где-нибудь какие-нибудь проблемы. А теперь, оказывается, нету проблем. Проблема в том, что они люди российского сложения или русского сложения, или как это можно назвать, что у них русская душа, поэтому они переезжают в Россию. Вот так она выразилась. Я не знаю, я такого еще тоже не слышал, что люди с русской душой переезжают в Россию. Объясните мне в комментариях, что такое русская душа? Я никак не могу понять, что такое русская душа. Неужели у этих людей, которые переехали, например, сейчас или убежали, я так скажу, от войны, неужели у них у всех нету русской души? А это, я как понимаю, больше 100 тысяч убежало. Что, они все без русской души? Так как они там росли в России без русской души? Объясните мне это. А потом она сказала еще, что в России люди человечнее. Да, человечнее. Вот скажите мне, пожалуйста, это человечно или не человечно? Если ребенка или женщину, я не знаю, кто там был, которую сейчас посадили за то, что она с белым листком вышла, где было написано «Миру мир», и потом другую женщину, которая написала на ценниках «Нет войне в Украине», и их посадили. А потом же какого-то чиновника, который 5 миллиардов своровал, или, как он сказал, потерял 5 миллиардов рублей. Объясните мне, почему он не попал в тюрьму? Почему он на свободе? Скажите мне, пожалуйста, напишите в комментариях, русские люди, которые живут в России, напишите мне, как так? 5 миллиардов своровал, и он получил свободу. А потом, когда она сказала, что в Россию едут люди, не бедные люди, едут люди, где свои дома продали, везут технику с собой, все везут, что они на шее у государства не висят. Да, правильно. Они едут с техникой, они едут со всем, они едут с деньгами. И они для государства только так долго хороши, пока у этих людей есть эти деньги. И с них можно это все качать. Или скажите, что это неправда. Это все правда. И вспомните-ка историю. Это же уже один раз было. Это же уже один раз было. Немцы же уже один раз приехали миллионами в Россию. И что получилось? Когда опять потом уезжали в 90-х годах, они уезжали с сумками. Просто сумками уезжали. А ихние прадеды, они приезжали с лошадьми. Совсем приезжали, с семенами приезжали. Совсем приезжали. И они построили себе немецкую республику. Они все построили себе. Все было. А что случилось? Как их переслали с голой жопой в Казахстан или в Сибирь? Ну и что? Немцы поднялись на ноги. Они поднялись. Но они это теперь никогда не забудут. И умные немцы никогда не забудут. Они учат историю.
Немцы учат историю. Они не забудут, что случилось с ихними прадедами. И я не верю в то, что так много людей едет в эту Россию. Даже если бы и ехало, как мне один в комментариях написал человек, почему тогда вот эти все чиновники в России не знают, как все эти документы заполнять? Всегда столько проблем на границе. Почему все это происходит? Почему чиновники не знают? Вроде же так много с Татьяной Алексеевой слов, или с Влада, или эту щепотку взять. Так много, столько людей переезжают в Россию. Объясните мне, почему тогда чиновники не знают? Например, самое простое, как заполнять документы, или куда надо пойти, или что надо первое сделать, как ты в Россию переехал. Почему эти чиновники не знают всего этого? А потом, что она сказала фон Sozialhilfeempfänger? Это же тоже люди, такое же нельзя говорить. Но неужели все Sozialhilfeempfänger лежат дома и кушают, и толстеют? Но это же все чепуха, она все под одну гребенку гребет. Социал-эмфингер — это люди, которые получают социалку. Я скажу только одно. В России, там где так много полезных ископаемых, люди должны получать, если они больше не могут работать, или у них что-то случилось, или еще что-то, или просто безработные стали, должны получать социальную помощь. Должны. Потому что страна очень богатая. И эти деньги, которые сейчас уходят на войну, они не должны на войну уходить, они должны уходить на инфраструктуру. Они должны уходить людям, а не куда-нибудь на войну или еще что-то. А я сейчас еще скажу что-то про коррупцию. Там Татьяна Алексеева сказала, что, мол, коррупция. Да, действительно коррупция. И с ней надо бороться, действительно. Тут она права. И знаете, как можно с ней бороться? Если человека поймают на коррупции, то ему надо просто эту работу, его лишить этой работы, чтобы он больше никогда в жизни не мог чиновником стать. И если вот это произойдет в России, то все. Потом, может быть, они смогут всю коррупцию победить. Ну а потом, когда Татьяна Алексеева сказала, что люди, чем они богаче, тем больше у них дурости в голове, я так про себя подумал. Так значит, люди должны все бедные быть. Они должны как овцы или коровы быть. Чтобы главный пастух их хорошо погонял или как? Что она тут имела в виду? Ну а потом еще, когда она сказала про больницы, что, мол, в русских больницах нету туалетной бумаги, а в Германии всегда порядок и всегда все есть в туалете. Да, правильно, так оно и есть. Но знаете, что при всей этой истории, при всем этом рассказе про больницы делает смущение, что в России столько полезных ископаемых, я еще раз повторюсь, что каждая больница могла быть в России золотая. Каждый врач мог бы ездить какой-нибудь Бентли или еще что-нибудь такое. А что в России происходит? Да ничего не происходит в России. Врачи бедные, учителя тоже могли бы больше зарабатывать, потому что они воспитывают поколение, новое поколение. Но мне кажется, в России не нужны люди, которые учатся. Им надо просто коров или, ну как можно это сказать, овц, которых можно погонять или на фронт пихать. А для этого так много учиться не надо. И вы знаете, Татьяна Алексеева права. В России надо еще много учиться. Надо учиться и всю вот эту систему, что сейчас в России, надо переделать. Ее надо переделать так, как она в Германии. И потом, может быть, будет так, что люди будут лучше жить, чем в Германии. И не так, как сейчас живут. Почему на российских границах так все разно? Почему на одной российской границе можно проехать без проблем, а на другой российской границе имеешь всегда проблемы? Почему так? Или там не существует российских законов?
Ну а сейчас я с вами попрощаюсь, пожелаю всего хорошего. Ну и, конечно, скажу, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, делитесь этим роликом. Ну и, конечно, нажимайте на колокольчик. Комментарии пишите, не забывайте. Я забыл. А вы не забывайте, пишите комментарии. Ну а теперь до свидания.